Привет, друзья! В этом видео мы покажем 6 способов, как сплести прочный и красивый шнур из обычных ниток. Способ номер 1 – плетение на картонном круге. Рисуем круг на картоне, вырезаем, делаем пометки. Условно делим круг на 8 частей. В начале каждой пометки делаем надрезы на глубину полсантиметра. Теперь в центре круга проделываем отверстие. Отрезаем 7 ниток, желательно разных цветов. Собираем концы нитей в пучок и продеваем через отверстие. На конце завяжем узелок. Подтягиваем узел ближе к картону. Теперь распределяем нитки в надрезы. Один надрез из 8 остается пустым. Теперь, начиная от пустого надреза, отсчитываем третью нитку против часовой стрелки и переносим ее в пустой надрез. Поворачиваем круг. Снова вытягиваем третью нитку и переносим в пустой надрез. Поворачиваем круг. Повторяем так несколько раз и подтягиваем нитки вниз. По мере плетения поправляем нитки, чтобы они не спутывались. Продолжаем плести до необходимой длины шнура. В конце снимаем нитки с круга. Делим нитки примерно напополам и завязываем на обычный узелок. Жгут получается очень плотный, как ткацкий шнурок. Способ номер 2 – плетение по принципу макраме. Берем 8 ниток 3 разных цветов. На конце завязываем узел. Конец фиксируем зажимом к любой удобной поверхности. 4 нитки оставляем в центре и по 2 с каждой стороны. Будем оплетать центральные нитки боковыми. Берем 2 нитки слева, заводим поверх центральных и выводим снизу вверх. Затягиваем узелок. Теперь те же самые нитки заводим под низ центральных и выводим уже сверху вниз. Снова затягиваем. Повторяем эти 2 узла еще один раз с теми же самыми нитками. То есть накладываем нитки поверх и выводим снизу вверх. И затягиваем узелок. Затем заводим под низ и выводим нитку сверху вниз. И затягиваем узелок. Повторяем те же действия с правой стороны. Сначала кладем нитку поверх центральных и обводим вокруг. Затягиваем узелок. Теперь заводим под низ, оплетаем и затягиваем узелок. Повторяем еще раз эти 2 симметричных узелка с правой стороны. Итак, сейчас сплетено 4 узелка слева и 4 узелка справа. Повторяем то же самое с каждой стороны попеременно, пока не сплетем шнур нужной нам длины. В конце обрезаем нитки и завязываем обычный узел. Из такого шнура может получиться красивый браслет. Способ номер 3 – перекрестное плетение. Берем 2 нитки контрастных цветов и соединяем их в центре обычным узлом. Красные нитки накладываем поверх белых. А белые нитки проводим под красные. Затягиваем все нитки. Повторяем так несколько раз, пока не сплетем шнур нужной нам длины.
Еще один способ плетения состоит в том, чтобы накладывать нитки одна на другую по порядку по часовой стрелке. И только последнюю нить мы протягиваем сквозь отверстие. То есть мы кладем белую нить на красную, затем эту же красную на следующую за ней белую, эту же белую на следующую красную и эту последнюю красную нить проводим сквозь белую. Затягиваем нити и повторяем так до конца жгута. В конце нитки связываем узлом. Способ номер 4. Плетение на пальцах. Берем по 2 нитки двух цветов. Соединяем концы и связываем на узел. Оранжевую нитку наматываем на правый палец в виде петли. Теперь вводим палец левой руки в эту петлю и захватываем зеленую нить. Оранжевую нить отпускаем и затягиваем. Теперь вводим в петлю палец правой руки и захватываем оранжевую нить, а зеленую нитку отпускаем и затягиваем. Повторяем то же самое поочередно с правой и с левой нитью. В конце одной из нитей обрезаем. Пропускаем ее сквозь петлю, а петлю затягиваем. Обрезаем вторую нить. Для большей прочности можно сделать на конце узел. Плетется шнур быстро и получается прочный и красивый. Способ номер 5. Вязание на самодельном приспособлении. Берем обычный шприц и обрезаем его с двух сторон. Зачищаем концы, чтобы не было шероховатостей. Берем обычные швейные шпильки. С одной стороны наносим на шприц горячий клей и приклеиваем шпильки. Вокруг шпилек наматываем скотч, чтобы они хорошо держались. Конец рабочей нити проводим через конструкцию и вытягиваем с противоположной стороны. Для утяжеления привязываем скотч. Теперь наматываем нитку вокруг противоположных шпилек в виде восьмерки. Кладем рабочую нитку на следующую слева шпильку и придерживаем ее левой рукой. Нижнюю нитку снимаем со шпильки и перебрасываем ее на рабочую нить. То же самое проделываем по кругу на каждой шпильке по часовой стрелке. При этом следим, чтобы рабочая нить оставалась на шпильке и не соскальзывала. После каждого круга оттягиваем нижнюю нитку вниз. Вяжем шнур до нужной длины и завершаем. Сначала обрезаем нить, протягиваем нитку через каждую петлю поочередно, а петельку сбрасываем. Таким образом проводим нитку через все 4 петельки. Снимаем шнур, затягиваем нитку и обрезаем ножницами. Способ номер 6. Плетение крючком. Берем 2 нитки разных цветов и делаем узелок. Накладываем на крючок сначала белую нитку, то есть нижнюю, затем зеленую, то есть верхнюю, и проводим зеленую нить сквозь белую. Снова заводим на крючок белую нить, а затем зеленую, и проводим зеленую нить сквозь белую. Повторяем то же самое несколько раз, пока не сплетется шнур нужной длины. Итак, мы рассмотрели 6 способов плетения шнура из обычных ниток. Если вам понравился наш урок, ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. Всем спасибо за просмотр, до новых встреч!